Приветики, с вами Ману, и сегодня я поведаю вам, как начать фармить золото с помощью торговли. Вы уже установили аддоны, включили Deal Calculator, проверили его в поиске и даже нашли пару хороших сделок. Но что делать дальше? Для начала вам нужно открыть дорожное святилище в городах с гильдейскими торговцами. Не пытайтесь открыть сразу все города, это не цель. Достаточно начать с 10-15 городов. Это можно сделать, просто телепортируясь на согильдейцев. Если вы еще не в гильдии, придется вступить, потому что без нее вы не сможете продавать свои товары. И обязательно проверяйте, что у гильдии есть торговец. Со временем вы будете узнавать все больше мест, где стоят торговцы, и начнете вспоминать их. Поначалу это кажется сложным, но постепенно вы доведете все до автоматизма. Будете точно знать, на какое дорожное святилище нажимать и как добежать до торговца самым быстрым путем. Когда это произойдет, считайте, что вы стали профессионалом, который умеет экономить время. Когда вы начнете забег по открытым городам с торговцами, сразу учитесь экономить время на просмотре товаров. Время на покупку условно состоит из двух фаз. Первая фаза – это промотка товаров в поиске с принятием решения где-то остановиться и посмотреть подробнее. Вторая фаза – просмотр информации о товаре с примерной оценкой, за сколько его можно продать, и принятие решения о покупке. Проматывать товары можно быстро, используя цвет из рекомендаций ММ в качестве якоря для остановки. Все выгодные лоты вы все равно не купите, поэтому просто примите, что вы что-то случайно пропустите. Главное тут именно скорость. Принятие же решения о покупке – это ответственный момент. Оно зависит от вашего бюджета, риска убытка от сделки, размера потенциальной прибыли и возможной скорости продажи. Его можно принять на основе данных из ММ и ТТС. ММ показывает на графике цены и количество покупок из вашей гильдии. Последние сделки на нем справа. Чем больше покупок в последнее время, тем быстрее вы сможете продать товар. Если цена на графике растет, значит вы сможете хорошо продать товар. Если падает, проверьте, где она находится сейчас. Если в ММ данных недостаточно, можно ориентироваться на данные с ТТС. Количество листингов и количество покупок – это тоже надежный способ оценить прибыльность сделки. Привыкайте к мысли, что даже данные о продажах вчера могут быть уже устаревшими. Это поможет избежать разочарований и убытков. Если не уверены, найдите в поиске в окне ММ ваш товар. Там лучше видно, когда и какие продажи прошли. Важным критерием оценки со временем должно стать то, насколько хорошо вы знакомы с товаром. Когда вы что-то продаете, вы получаете реальную информацию о том, за какую цену вы можете продать товар. Это и есть ваше личное знание. Да, вначале вам все будет незнакомо, и придется тратить время на изучение новых товаров. Это нормально и полезно, потому что в будущем поможет находить все больше прибыльных сделок. Торговля – это постоянное сочетание двух вещей. Умение быстро находить выгодные лоты и желание изучать что-то новое. Чем больше вы узнаете о том, что можно продать с прибылью, тем быстрее и эффективнее будет ваш процесс. Покупая на продажу, имейте в виду, сколько лотов вы можете выставить. Из одной гильдии можно выставить максимум 30 товаров, а вступить можно максимум в 5 гильдий. Это жесткие ограничения, влияющие на всю экономику игры. Одно из важных умений в торговле – балансирование между рискованностью сделки, количеством золота, которое вы потенциально получите, и скоростью продажи. Чем меньше у вас денег, тем проще находить вещи, которые удвоят или утроят ваш банк. Если у вас пока немного денег, просто не смотрите в сторону дорогих вещей, выбирайте по своему кошельку. Ошибки неизбежны, особенно в начале. Чтобы они не стали для вас трагедией, не рискуйте с излишне дорогими покупками. Иногда вы можете купить лот, который не удастся продать, и это нормально. Главное – учиться на таких моментах. С каждым разом вы будете лучше понимать рынок и сможете зарабатывать больше. При торговле важной частью процесса является дополнительная проверка стоимости товара, который вы купили, во время выставления. Вы уже купили что-то, и теперь еще раз нужно убедиться, что вы продаете за правильную цену и получите, что хотели. Не отдавайте решение о стоимости на откуп аддонам. Иногда можно получить сверхприбыль на правильной оценке конечной стоимости, а иногда стоит выкинуть товар по меньшей стоимости, чтобы от него быстрее избавиться. Это тот этап, где очень важен опыт, поэтому я не советую завышать цены поначалу. Уверенность, что вы можете что-то продать, что вы сформировали правильное представление о цене, здесь играет важнейшую роль. На этом все. Перед тем, как закончить, вот результаты тестового прохода в ночь 2 января.
и результаты продаж спустя сутки. Из моего опыта, это самое мертвое время и для поиска хороших сделок, и для активных продаж. Тем не менее, банк почти удвоен за 85 минут, которое включает в себя и время на выставление листингов. Спасибо за просмотр. Если было полезно, лайк, подписка и до встречи. Прибыльных сделок и хорошей торговли. Пока!